Буквально за пару месяцев 2025 года миграционная политика США претерпела резкие изменения, которые потрясли не только саму страну, но и весь мир. Новый президент, новый курс, новые правила, которые ставят под угрозу судьбы тысяч людей. Но что стоит за этим поворотом? Кто выигрывает, а кто теряет в этой борьбе за безопасность и гуманность? И почему сейчас, спустя совсем небольшой отрезок времени после реформ Байдена, Дональд Трамп снова меняет курс на ужесточение иммигрантской политики? В этом видео я расскажу, как в США решают судьбы мигрантов, какие решения могут привести к поворотным моментам и что именно изменилось за несколько месяцев 2025 года. Подготовьтесь к важным и порой шокирующим откровениям. Новый курс миграционной политики в США. Сразу после вступления в должность 47-й президент США Дональд Трамп начал исполнять свои предвыборные обещания по ужесточению миграционной политики. В первую очередь он закрыл систему предоставления убежища для мигрантов из Мексики, заявив, что они могут представлять угрозу национальной безопасности. Трамп сослался на закон, позволяющий президенту приостанавливать въезд иностранных граждан, если их присутствие вредно для страны. Сотрудники пограничного патруля теперь обязаны депортировать мигрантов сразу после сбора биометрических данных, не давая им возможности обращаться в суд. Это полностью меняет правила, фактически закрывая путь к убежищу для большинства беженцев. Более того, новая политика затронула не только границу с Мексикой, но и прибрежные районы Флориды, а также границу с Канадой. Некоторых задержанных мигрантов теперь сразу передают канадским властям. Кроме того, Трамп фактически приостановил все запросы на предоставление убежища, за исключением случаев, когда мигранты могут доказать смертельную угрозу своей жизни. Еще при Байдене мигранты могли подавать заявки через приложение CBP One, но теперь даже эта возможность исчезла. Правозащитники уже выразили протест, заявляя, что эта политика лишает шансов на спасение тысячи семей, бегущих от преследований. Однако сторонники Трампа уверены, что жесткие меры помогут защитить границы. Такой курс США вызывает серьезные споры. Вопрос лишь в том, сохранится ли эта политика в будущем или страна вернется к более мягким методам. И почему нынешний президент США начал такую жесткую политику в отношении иммигрантов. Давайте разбираться. Миграционная политика Джо Байдена. Нынешняя политика Дональда Трампа в вопросе борьбы с мигрантами – это закономерное продолжение его политики во время первого срока. Но в 2021 к власти пришел Джо Байден, который имел совершенно противоположные взгляды по этому вопросу. Когда Байден занял пост президента, он сразу же начал пересматривать жесткую миграционную политику своего предшественника. В первый же день он приостановил строительство пограничной стены с Мексикой, отменил запрет на въезд из ряда стран и смягчил правила депортации. Его администрация сделала ставку на защиту мигрантов, а не на их массовые высылки. Министерство внутренней безопасности под руководством Алехандро Майоркаса изменило приоритеты иммиграционной службы. Тогда внимание было сосредоточено на борьбе с насильственными преступлениями, а не на выдворении людей за мелкие правонарушения. В первые 100 дней Байден даже приостановил депортации, но вскоре столкнулся с судебными исками со стороны штата Техас. В результате федеральный судья заблокировал этот мораторий, и депортации возобновились. Байден также принял меры для защиты так называемых мечтателей, иммигрантов, приехавших в США в детстве. Он подписал указ о сохранении программы DACA и призвал Конгресс дать этим людям официальный статус. Однако его попытки провести масштабную иммиграционную реформу столкнулись с сопротивлением и не увенчались успехом. С одной стороны, Байден ослабил контроль, с другой сохранил некоторые ограничения, введенные Трампом. Например, он продлил действие раздела 42. Это мера, позволявшая быстро выдворять мигрантов под предлогом санитарных норм, введенных во время пандемии. Также возобновилась практика ускоренной депортации семей в страны Центральной Америки. При этом Байден обещал поднять квоту на прием беженцев до 125 тысяч человек в год. Однако в 2021 он поддержал рекордно низкий лимит в 15 тысяч, установленный еще при Трампе. Под давлением критиков администрация скорректировала планы, но темпы переселения беженцев все равно остались крайне низкими. Еще одна важная реформа Байдена касалась работы иммиграционной и таможенной полиции. Новые правила запретили агентам задерживать людей только лишь за их нелегальный статус. Теперь депортация грозит лишь тем, кто совершил серьезные преступления, например, убийство, изнасилование или насильственные нападения. Но главная проблема политики Байдена – это резкий рост числа мигрантов на границе. В ответ администрация расширила центры содержания несовершеннолетних мигрантов и пыталась договориться с Мексикой и странами Центральной Америки, выделяя миллиарды долларов на программы развития. Однако этот шаг вызвал критику как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Политика Байдена оказалась противоречивой. Он обещал сделать иммиграционную
систему гуманной, но на деле вынужден был балансировать между либеральными реформами и необходимостью жесткого решения реальных проблем на границе. Смог ли он найти золотую середину? Ответ на этот вопрос до сих пор остается открытым. Ключевые изменения миграционной политики США. Теперь поговорим об изменениях в политике Дональда Трампа на его втором президентском сроке более подробно. Одним из самых громких решений стало подписание Трампом указа об отмене права на гражданство по рождению. Это право, закрепленное еще в 14-й поправке Конституции США с 1868 года. Однако новая администрация решила пересмотреть этот принцип, что тут же вызвало бурю юридических протестов. Уже через несколько дней после вступления указа в силу федеральный судья в штате Вашингтон заблокировал его, назвав вопиющим нарушением Конституции. Более 20 штатов, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Иллинойс, а также правозащитные организации, подали иски против этого решения. Теперь судьба указа может решиться в Верховном суде, который после недавних назначений судей демонстрирует явный крен вправо. Другим значимым изменением стало объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Этот шаг позволил администрации использовать федеральные средства без одобрения Конгресса, направлять военных на границу и ускорять депортацию нелегальных мигрантов. Президент обосновал свое решение статьей Конституции, обязывающей правительство защищать штаты от вторжения. Однако конституционные юристы подвергли такую трактовку жесткой критике, заявляя, что термин «вторжение» традиционно применяется к военным конфликтам, а не к миграционным потокам. К слову, подобное чрезвычайное положение уже вводилось в 2019-м, когда администрация Трампа пыталась обойти Конгресс и добиться финансирования строительства пограничной стены. Тогда этот шаг вызвал ожесточенные споры и был воспринят как попытка расширить влияние исполнительной власти в обход системы сдержек и противовесов. Также серьезные перемены коснулись политики предоставления убежища. Введенный указ Трампа приостановил прием заявлений на убежище на 90 дней. Все текущие процедуры заморожены, а новые ходатайства временно не рассматриваются. Это уже привело к серьезным последствиям. Тысячи людей застряли на мексиканской стороне границы в неопределенном положении. По данным правозащитников, с начала 2022 года около 100 тысяч россиян пересекли границу с Мексикой, надеясь получить убежище в США. Однако эти цифры не учитывают тех, кто въехал по туристической визе и остался в стране нелегально. Все эти изменения показывают, что миграционная политика США движется в сторону ужесточения, а вопросы иммиграции остаются одной из самых острых тем в политической повестке страны. Ужесточение миграционной политики не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться в США. Если вы водите автомобиль, то прекрасно знаете, любое, даже самое незначительное ДТП может стать большой головной болью. Поэтому, если вы попадете в подобную неприятную ситуацию в США и не знаете, что делать, я могу посоветовать вам юридическую компанию ДТП Америка. Там вы сможете найти грамотного юриста, который защитит ваши интересы. Уверяю, что с этой компанией вы сможете получить компенсацию даже без наличия страховки. ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Реакция на политику Трампа. Миграционная политика Трампа вызвала мощную волну реакции как внутри страны, так и на международной арене. ООН напомнила США об их обязательствах по Женевской конвенции, согласно которой каждая страна должна предоставлять защиту беженцам, спасающимся от преследований. Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани подчеркнула, что контроль над границами не должен идти вразрез с международными нормами прав человека. Свое мнение выразил и Папа Римский Франциск. В послании американским католическим епископам он осудил массовые депортации, назвав их угрозой для достоинства людей, которые покинули свои страны из-за нищеты и преследований. Понтифик призвал верующих США не поддаваться дискриминации и проявлять сострадание к мигрантам. Но критика звучит не только со стороны международных организаций и духовных лидеров. Крупные бизнесмены и технологические гиганты тоже не остались в стороне. Например, Илон Маск, член Совета Трампа по вопросам бизнеса, осторожно заявил в соцсетях, что указ президента не лучший способ решения проблемы. По его словам, под новые ограничения попадают невинные люди, которые не заслуживают отказа. Глава Amazon Джефф Безос не сделал публичного заявления, но компания предложила юридическую помощь своим сотрудникам, пострадавшим из-за новых законов. А вот генеральный директор Uber Трэвис Каланик оказался в более сложной ситуации. Его участие в Совете Трампа вызвало волну критики среди сотрудников и пользователей сервиса. В ответ Каланик подчеркнул, что иммиграционная политика США всегда основывалась на принципе открытости, а потому он обсудит ситуацию с президентом на ближайшем заседании Совета.
Очевидно, что антимиграционные меры Трампа раскололи американское общество. Одни считают их необходимыми для безопасности страны, другие — грубым нарушением прав человека. И пока суды разбираются в законности указов, а политики и бизнесмены высказывают свои мнения, тысячи людей по обе стороны границы ждут решений, которые изменят их жизнь. Как происходит процесс депортации в США? Депортация — это не просто высылка из страны. Это сложный процесс, который начинается задолго до того, как человек оказывается в самолете на пути в свою родную страну. США строго контролируют свою иммиграционную систему, и депортации подвергаются те, кто нарушил закон. Это могут быть люди, совершившие преступления, представляющие угрозу общественной безопасности или нарушившие условия своей визы. Сначала нарушителя задерживают. Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, может отправить его в один из центров временного содержания. Там он будет находиться до разбирательства. Некоторые иностранцы имеют право предстать перед иммиграционным судьей. Но есть и те, кого могут депортировать без суда через процедуру ускоренного удаления. Это происходит, если человек прибыл в США без нужных документов, использовал поддельные бумаги или нарушил условия въезда. Если суд выносит решение о депортации, ICE приступает к его исполнению. В большинстве случаев человека выдворяют на самолете. Для этого в структуре ICE есть целое авиационное подразделение — ICE Air Operations. Оно отвечает за перемещение задержанных как внутри страны, так и за ее пределы. Существует два основных способа депортации воздушным путем. Первый — это чартерные рейсы, организованные специально для отправки иностранцев на родину. Они также используются для перевозки задержанных между центрами содержания в США. Второй способ — это коммерческие авиалинии, которые применяются для депортации отдельных лиц, в том числе без сопровождения агентов ICE. Но есть и особые депортационные рейсы, то есть чартеры повышенного риска. Они предназначены для иностранцев, которые представляют угрозу безопасности, уклонялись от исполнения приказа о высылке или имеют другие отягчающие обстоятельства. В некоторых случаях у иностранцев есть возможность избежать принудительной депортации и покинуть США добровольно за свой счет. Это называется добровольный выезд. А для осужденных за ненасильственные преступления действует программа Rapid Repad, позволяющая им выйти из тюрьмы досрочно и вернуться на родину. Депортация в США — это хорошо отлаженный механизм, работающий на полномасштабном уровне. Ежегодно тысячи людей покидают страну по решению суда или в рамках ускоренного удаления. И хотя этот процесс может показаться бесчеловечным, он является неотъемлемой частью американской иммиграционной политики. Изменение политики в отношении украинских беженцев. Администрация Дональда Трампа готовится к радикальным изменениям в иммиграционной политике, которые коснутся украинских беженцев. Ожидается, что в апреле этого года будет принято решение лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, находящихся на территории США. Этот шаг является частью более широких усилий администрации по отмене статуса для более чем 1 миллиона 800 тысяч мигрантов, которым были предоставлены гуманитарные визы при Джо Байдене. Однако, несмотря на слухи и обсуждения в соцсетях, в администрации Белого дома поспешили опровергнуть информацию. Пресс-секретарь Кэролайн Ливит заявила, что решение еще не принято. Тем не менее, беспокойство среди украинцев растет. В социальных сетях появляются сообщения, что для них открыли депортационные тюрьмы в Гуантанамо, а некоторые даже размышляют о возможной иммиграции в Мексику. Реакция на такие меры не заставила себя долго ждать. Люди по всему миру высказывают возмущение. В социальных сетях можно встретить обвинения в адрес Трампа, сравнивающие его действия с нацистской Германией. Критики также указывают, что это решение выходит за пределы человечности. Множество пользователей, включая австралийцев и голландцев, называют эти шаги безумными и мерзкими. Тем временем решение о прекращении программы Uniting for Ukraine, которая позволяла украинцам спасаться от войны и находить убежище в США, также оставляет множество вопросов. Эта программа, которая была запущена почти 3 года назад, помогла более чем 300 тысячам украинских беженцев. Теперь, однако, ни один украинец не может въехать в страну по этой программе, а те, кто уже находится в США, не могут подать заявку на продление статуса. Под угрозой также оказались украинцы, находящиеся в США с временным статусом защиты. На данный момент им разрешено оставаться в стране до апреля 2025 года, но при текущей политике администрации Трампа даже этот статус может быть отменен. Украинцы, оказавшиеся в такой ситуации, теперь не могут не задаваться вопросом, что будет с ними дальше, если политика продолжит изменяться в таком направлении. Надеемся, что администрация Трампа примет наиболее взвешенное решение. Очевидно, что уже скоро мы узнаем много новых новостей о борьбе с мигрантами в США. Ну а на данный момент у меня все. Я надеюсь, что вам понравился мой сегодняшний ролик и вы поставите ему лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Они выходят практически